В Древнем Риме рождение ребенка не означало автоматической радости. Младенец, появившийся на свет, не считался полноценным членом семьи, пока отец лично не признавал его достойным. И вот здесь начинается самое мрачное. Если отец решал, что ребенок слаб, болен, нежелателен по полу или просто неудобен, младенца могли избавить, вынеся его из дома и оставив на помойке. Да-да, буквально. Ребенка клали у дороги, в кустах или около городских стен. Судьба такого младенца. Или смерть, или рабство. Иногда проходящие мимо люди подбирали детей, чтобы воспитать их как своих рабов. Эта практика называлась экспозиция. В Риме она считалась не только нормальной, но и экономически обоснованной. Зачем тратить деньги и еду на лишнего рта, если он не приносит пользы? Даже более того, некоторые семьи заранее записывали детей на продажу. Если младенец выживал, его можно было вернуть и продать за неплохие деньги. Девочек, как правило, откладывали, потому что они были более выгодными в сексуальном рабстве или браке. По оценкам историков, каждая четвертая семья могла хотя бы раз в жизни отказаться от новорожденного таким способом. Причем это не считалось преступлением. Закон позволял. Общество одобряло. Кровавые свадьбы. Свадьба — это светлый и интимный момент. Но в Древнем Риме интим был максимально публичным. Настолько, что традиции многих римских семей могли сегодня привести к уголовному преследованию. Одной из самых шокирующих практик был обычай демонстративного доказательства девственности невесты сразу после брачной церемонии. Молодоженов сопровождали в спальню, где происходил первый акт близости, зачастую в присутствии свидетелей. Да, именно так. Иногда это были подруги семьи, иногда мужчины, а в исключительных случаях даже целая группа гостей. Это считалось не только допустимым, но и желанным. Свидетели подтверждали честность невесты и справедливость жениха. Некоторые источники утверждают, что кровавое пятно от первого акта показывали на простынях публики. Такой театр добродетели был не столько личной драмой, сколько социальным перформансом. Почему так? Все просто. Римляне воспринимали женщину как символ собственности и чести семьи. Потеря девственности до брака была пятном на всей родне. Именно поэтому акт любви превращался в доказательство, почти в судебное дело, в котором участвовало все окружение. Более того, бывали случаи, когда в качестве гаранта честности привлекали жрецов или представителей власти. Если же девушка не прошла проверку, брак могли расторгнуть немедленно, а сама она становилась изгоем, не имея шансов на повторное замужество. А теперь представьте лицо современного гостя на такой свадьбе. И, как ни странно, это еще не самое жестокое отношение к детям в Риме. Пир во время смерти. Смерть в Риме была не только завершением жизни, но и поводом для веселья. Особенно если умирающий был богат и влиятелен. Похороны превращались в многодневный праздник с вином, песнями и настоящими представлениями. И все это происходило рядом с телом покойника. На таких смертельных банкетах приглашались акробаты, музыканты, шуты и танцовщицы. Иногда их выступления проходили прямо у гроба. Гости ели, пили, обсуждали достоинства усопшего. И не только его, но и себя. Ведь присутствие на пышных похоронах повышало статус. Чем богаче человек, тем дольше продолжался пир. Дни, а иногда и недели. К столу подавались самые дорогие яства. От залитых вином улиток до жареных павлинов. Кто-то даже клал в гроб еду, чтобы покойному было чем угощать в загробной жизни. Но и это еще не все. Существовал обычай поцелуя смерти, когда ближайший родственник склонялся к губам умирающего, чтобы вдохнуть его последний выдох. Так душа переходила к живым. Такая церемония считалась священной, и когда гости уже начинали засыпать под утро третьего дня пира, в дома римлян входил хаос. Причем добровольно. Рабы на один день. Один раз в году, в декабре, в Риме происходил настоящий социальный переворот. На праздник Сатурналии все менялось. Господа служили рабам, а рабы вели себя как властелины. На этот один день рабы надевали тоги, сидели за одним столом с хозяевами и могли говорить все, что хотели, без страха наказания. Иногда даже позволялось приказывать бывшим повелителям: «Принеси еду, налей вина, подай тунику», и хозяева выполняли. Аристократы заранее готовились, закупались деликатесами, планировали ролевые игры и даже нанимали артистов, чтобы смешивать театральное с реальностью. В некоторых виллах устраивались перевернутые суды, где рабы судили своих господ. Но за внешней веселостью скрывалась тонкая политическая игра. Это был способ выпускать пар. Один день свободы, чтобы не было бунта, остальные 364. Подарок в обмен на покорность. Все это сопровождалось массовыми оргиями, пьяными дебошами и нарушением всех запретов. Некоторые историки сравнивают Сатурналии с древнеримским психологическим отпуском от диктатуры норм.
И если даже раб мог побыть императором на день, то что происходило в местах, где границы стирались полностью, в туалетах? Римский туалетный ад. Забыть про приватность. Римский туалет — это как паб, только с канализацией. Общественные туалеты были центрами общения, слухов, а порой смертельных неожиданностей. Римляне сидели рядом на каменных скамьях с вырезанными отверстиями. Никаких перегородок. Люди обсуждали новости, заключали сделки, а иногда даже ели и пили прямо во время процесса. Кто-то приносил бокал вина, кто-то еду. Представьте себе этот запах. Вместо туалетной бумаги использовалась губка на палке, общая на всех. После использования ее промывали в соляной воде и снова в дело. Было опасно. В канализации жили крысы, змеи и насекомые, которые могли укусить прямо во время посещения. Иногда туда даже попадал метан, и происходили взрывы. Да, туалет мог взлететь на воздух. И все же римляне гордились своей системой канализации. Она была сложной и масштабной, опережая свое время. Только вот гигиена, по нашим меркам, была катастрофической. А теперь представь, что такой паб стоит в самом центре форума, где собираются сенаторы и вельможи. Но даже они не были защищены от ужаса, что приходил с арен гладиаторы на заказ. Когда в Древнем Риме хотели устроить незабываемый день рождения или отметить важную сделку, никто не заказывал торт. Заказывали смерть. Персонализированные гладиаторские бои стали элитным развлечением. Как сейчас звездный диджей на вечеринке. Хозяева праздника нанимали бойцов, выбирали сценарий, бой до первой крови, до сдачи или до последнего вздоха. В некоторых случаях даже выстраивалась театральная линия с сюжетами, историческими сценами или мифологическими ролями. Только финал был всегда один — кровь на песке. Бои устраивали прямо во дворах, в саду или на личной арене. Местные знать делали это из престижа. Показать, что у тебя есть власть распоряжаться жизнью. Иногда приглашали друзей выбрать, кто будет жить, а кто умрет. Это называлось «подарить жизнь». По сути, дать помилование гладиатору по прихоти. Особый шик, если гладиатор был красив, харизматичен или знаменит. Тогда публика могла специально собираться именно на этого бойца. Женщины бросали ему цветы и записки. Да, были и фан-клубы, но для самих бойцов это был билет в один конец. Даже если он выживал, его ждали раны, голод и презрение. Гладиаторы считались чем-то между животным и игрушкой. Впрочем, не только арены были местом скрытых страстей. Были и такие, где плоть продавалась тонко. В бане. Бане, где стонут. Термы — это не просто место, где моются. В Риме они были центром жизни. Огромные, роскошные, с мраморными полами, горячими и холодными бассейнами, массажными комнатами, библиотеками, залами для игр и местами для тайных встреч. Да, туда шли не только ради чистоты. Именно здесь вершились дела, заключались союзы и разрушались браки. И именно здесь происходило то, что сейчас назвали бы интимными услугами. Рабов и рабынь можно было арендовать для массажа с продолжением за определенную плату. Мужчины всех сословий собирались в термах каждый день. Многие приходили туда больше ради слухов и флирта, чем ради пара. Женщинам вход был ограничен. Им разрешалось посещать бани только в строго отведенные часы. И не всегда. Голые тела, скользящие по мрамору, разговоры о политике, арене и моде — все это смешивалось в гул, который современник бы назвал порочным раем. Иногда происходили конфликты, драки, ревность, кражи. Но это никого не останавливало. Для римлян тело было не скрываемым, а демонстрируемым. Стыд — такого слова не существовало в контексте терм. А некоторые находили в этих стенах и любовь, по-своему странную. Что же это за любовь, в которой рабство, измена и власть идут рука об руку? Любовь по-римски. Если ты думаешь, что в Древнем Риме любовь — это про чувства, стихи и верность, то ты явно не читал ни одного письма римского сенатора. Любовь там была многофункциональной. Политический союз, финансовая сделка, сексуальная услуга, средства манипуляции — все, кроме романтики. Муж мог иметь десятки любовниц и мальчиков-рабов, и это считалось нормой. Женщине же измена грозила изгнанием или смертью. Но многие римлянки тоже находили пути обойти запреты. Через слуг, тайные встречи и даже поддельные имена. Сексуальные рабы были повсеместно. Их покупали, дарили, обучали и даже выстраивали гаремы. Некоторые дома были превращены в мини-бордели для личного использования. Интересный факт. В Риме было не только нормой, но и честью, если твоя любовница — жена влиятельного человека. Это давало политические рычаги. Спальня была ареной борьбы не хуже Колизея. Любовные письма сохранились до наших дней. Там есть все. Клятвы, угрозы, взятки, стихи, инструкции, как доставить радость. Это не любовные романы, а скорее уголовные хроники. А теперь представь, что ели эти люди? Что они подавали на пир, глядя на гладиаторскую кровь и стоны в термах? Кулинария с табу. Римляне обожали экзотику.
Чем страннее блюдо, тем выше статус. Павлины, языки фламинго, жареные верблюжьи мозги, и это только закуски. На званых ужинах могли подавать блюда с живыми насекомыми, залитыми медом, или кулинарные скульптуры в виде животных, вырезанных из теста и фаршированных мясом 20 видов. Еда превращалась в театр. Некоторые слухи говорят, что в тайных кругах практиковали ритуальное поедание человеческой плоти. Историки спорят, вымысел или факт. Но сохранились тексты, описывающие черные ужины, где подавались мясные фигуры с намеком на человека. Язык, пальцы, глаз. Блюда могли быть приправлены ядом. Отравление– частый способ избавиться от врага или конкурента, поэтому важные гости брали с собой дегустаторов, которые пробовали еду первыми. Также активно использовались психотропные вещества, настои, вина с добавками, грибы. Это делалось не только ради кайфа, но и для управления поведением гостей. Но даже на таком званом ужине могла разразиться трагедия. Ведь если ты христианин, то твоя жизнь может закончиться очень быстро. Пытки ради веры. Христиане в Риме были врагами государства. Не потому, что они были опасны, а потому, что отказывались поклоняться императору как богу, а значит, нарушали священную римскую дисциплину. За это их не просто казнили, их превращали в шоу. Одно из самых известных зрелищ– бросание на арену. Обнаженных христиан выпускали к львам, быкам или гладиаторам, чтобы толпа наслаждалась их агонией. Женщин насиловали перед толпой, затем убивали. Мужчин пытали, ломали кости, подвешивали за ноги, сжигали живьем. Все это сопровождалось весельем публики, ставками, аплодисментами. В подземельях Колизея находились целые камеры с инструментами веры, от крюков до раскаленных желез. Эти пытки не были секретом. Напротив, их обсуждали, к ним готовились, ими хвастались. Даже дети не были в безопасности. Христианские семьи уничтожались целиком. И если кто-то пытался их укрыть, его ждала та же участь. А все это потому, что кто-то не верил в тех же богов. Но иногда казни устраивали не из-за веры, а по приказу звезд. Кровавые астрологи. В Риме верили в звезды буквально. Императоры держали личных астрологов, как сейчас советников по инвестициям. Только с одной разницей. Если гороскоп не нравился, звездоученого убивали. Одним из самых знаменитых случаев была история, когда император Тиберий приказал казнить всех предсказателей, упомянувших его смерть. И неважно, был ли прогноз точным. Важно, что он был неудобным. Астрология использовалась как оружие. Оппозиционеры нанимали тайных предсказателей, чтобы подорвать репутацию правителя. Один удачный слух, и император терял поддержку. Поэтому служба доносчиков следила за каждым, кто шепчет про созвездие. На публичных рынках нередко можно было увидеть, как бедного звездочета волокут в тюрьму, только за то, что он сказал «лев слабее девы» в этом месяце. Плохая метафора, и вот ты на костре. Некоторые астрологи, наоборот, становились элитой. Им дарили дома, рабов, золото, до тех пор, пока они предсказывали правильные вещи. Но стоило ошибиться, и ты исчезал без следа. Иногда же предсказание было лишь поводом. За ним скрывались амбиции, месть, зависть. И если однажды звезды тебе сказали «осторожнее с пурпуром», это могло быть смертным приговором. Диктатура моды. В Древнем Риме одежда — это не просто ткань, а прямой сигнал о твоем статусе. И ошибка могла стоить головы. Самая опасная вещь в гардеробе — пурпурная тога. Пурпур был дорогим и редким красителем. Его делали из особых моллюсков, которых требовалось тысячи ради одной унции краски. Поэтому он стал символом власти. Императоры объявили, носить пурпур может только Цезарь, все остальные преступники. Если кто-то осмеливался надеть пурпурную кайму без разрешения, это считалось попыткой узурпации. Многие амбициозные политики платили за такую ошибку жизнью. Но запреты касались не только цвета. Женщина, надевшая слишком открытое платье, могла быть обвинена в проституции. Мужчина, вышедший в слишком яркой тунике, в изнеженности и предательстве традиций. Римская мода была жестко регламентирована, и в то же время это была игра. Через детали, застежку, сандалии, брошь можно было намекнуть на принадлежность к тайному обществу или политической фракции. Нарушение модного кодекса нередко использовали как предлог для расправы, ведь проще казнить за ткань, чем за мысли. А если ты еще и публично ослушался, тебя ждали особые наказания, и некоторые из них были настоящим адом наяву. Ужасные наказания римляне были изобретательны в жестокости. Их пытки и казни шокируют даже современные умы. Одно из самых пугающих наказаний — утопление в мешке. Человека зашивали в мешок вместе с собакой, змеей, петухом и обезьяной. Все живое в ярости. После чего мешок бросали в реку. Эта казнь предназначалась за паррицид — убийство родителя. Считалось, что если ты предал кровь, тебя должны поглотить в бешенстве другие существа. Распятие, знаменитое благодаря христианству, применялось и к обычным преступникам. Но римляне любили вариации. Вниз головой за одну руку с привязанным камнем на груди. Были и символические наказания. Например, публичное обнажение и порка на форуме. Позор был не менее страшен, чем боль.
Или изоляция. Преступника могли замуровать в маленькой камере, где он медленно умирал от голода и темноты. Особым шиком считалось наказание, вписанное в праздник. Например, приговоренного могли скормить львам прямо во время Сатурналей, чтобы публика веселилась. Но были и другие способы мести. Не через меч и пытку, а через тайные проклятия, шепот и мертвецов. Магия и проклятие. Хотя официально магия в Риме была запрещена, практически каждый знал, как сделать табличку проклятия. Это был кусочек свинца, на котором писали имя врага и злобное пожелание. Затем его сворачивали, протыкали гвоздем и хоронили в могиле. Так считалось, что дух умершего понесет послание богам, и те исполнят мщение. Иногда к табличке добавляли волосы, кровь или обрезки одежды жертвы. Это усиливало эффект. Проклинали за все: измену, обман в сделке, политическое предательство, отказ в любви. Бывали даже массовые проклятия на целые семьи или дома. Некоторые нашли более сотни табличек под руинами форума. Особо популярна была любовная магия. Привязать кого-то к себе, заставить желать, страдать, покоряться. Часто с применением мертвецов. В Риме верили, что сила заклинания возрастает, если использовать кости или пепел умершего. Те, кто умел делать такие заклятия, жили в тени. Их боялись, но и звали тайно. Им платили щедро. Но стоило им ошибиться, и уже они становились целью нового проклятия. А порой магия шла не от ведьмы, а от женщины, сидящей за семейным столом с чашкой вина и ядом в рукаве. Жены-убийцы. Римские женщины не всегда были покорными хранительницами очага. Некоторые из них управляли империями. Через подушки, яд и манипуляции. Самым популярным методом устранения мужа был яд. Существовали даже женские клубы отравительниц, тайные сообщества, где делились рецептами, опытом и техникой маскировки. Один из самых известных скандалов — дело Матрон, когда сразу более 100 женщин были уличены в заговоре. Яды подмешивали в вино, мед, суп. Иногда отравляли косметику, губную помаду, крем для рук, парфюм. Жертва могла даже не догадываться, что его убивают медленно, неделями. Но были и дерзкие случаи. Одна женщина подговорила рабов убить мужа ночью, затем инсценировала смерть от падения. Другие устраивали публичные сцены, чтобы представить супруга тираном и получить сочувствие суда. Некоторые императрицы сами вершили судьбы. Агриппина, мать Неронес, известна тем, что отравила собственного мужа и обеспечила сыну трон. А затем и сама стала его жертвой. И в то время, как мужчины сражались на арене, настоящие драмы разворачивались за шторами спален. Но самые странные открытия ждут нас в самих себе. Рим в нас. Когда мы говорим о Древнем Риме, мы представляем нечто далекое, чужое, почти вымышленное, как будто это не о нас. Но если приглядеться, Рим жив. Он сидит в жестах, традициях, словах, даже в привычках, от которых мы отмахиваемся, как от случайностей. Современные свадьбы, где важнее платье, чем чувство, это отголосок римских браков, где все было ритуалом, не эмоцией. Инстаграм-посты с показной роскошью, да, не так уж и далеки от тех самых пиршеств вокруг покойников, где главное не смерть, а впечатление. Соцсети с их публичным позором, отменой и травлей — это переосмысленный форум, где распятие происходит уже не на кресте, а в комментариях. Мода, которая диктует, что носить и как себя вести, все та же диктатура ткани и цвета, только без тоги. Да и мы сами, как римляне на Сатурналиях. Один день свободы, вас вечера в барах, карнавалы, вечеринки. Потом снова к порядку. Потому что хаос в малой дозе помогает терпеть систему. Мы все еще ищем любовные связи по расчету, слушаем астрологов, играем в статус, верим в символы, боимся осуждения толпы. Просто называем это иначе. Рим не в развалинах, он в зеркале. В утреннем ритуале кофе, в подписях под фото, в желаниях, которые мы прячем, и в страхах, которые не называем. Может быть, мы не такие уж и разные, просто современные. И это, пожалуй, пугает больше всего.